Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Вокзал памяти или мода на грани путешествия и воспоминаний. Так, вкратце я скажу о коллекции Louis Vuitton осень-зима 2025-2026. Презентация состоялась под финальный занавес недели моды в Париже. Прежде чем приступить к работе над новой модной линейкой, креативный директор Николя Жескьер обратился к дизайн-команде. Он предложил им вспомнить все любимые фильмы, сюжеты которых каким-либо образом связаны с поездами. Среди фаворитов оказались «Касабланка», «Короткая встреча» и «2046». Также отметили «Гарри Поттера», «Сквозь снег» и «Голодные игры». Такой жанровый разнобой сыграл только на руку Жескьеру. По итогу опроса появился список кинокартин, так сказать, обязательных к просмотру. А далее и сама коллекция. Как комментирует модельер, я начал с идеи перрона, где люди встречаются, расстаются, они счастливы или им грустно, люди, которых ты видишь в первый и последний раз. Но они могут выглядеть так, что, возможно, их никогда не забудешь. Следуя заданной теме, в качестве локации для шоу выбрали старое здание, расположенное у Северного вокзала Парижа. Ранее здесь был офис железнодорожной компании, основанный еще до появления во Франции национальных железных дорог. Вместо подиума – зал ожидания. Жесткие скамейки, холодный свет, мелькающие в окнах экранах силуэты людей. Кто-то спешит, кто-то томится в долгом ожидании встречи. Вот барышня весело машет рукой на прощание, а дама грустно тайком утирает слезу на щеке. Пахнет утренним кофе, слышен стук чемоданов по каменной плитке, шаги, шум голосов. И все это не просто общий фон к фэшн-спектаклю. Мы на вокзале, где все начинается и ничто не заканчивается. Это не модное дефиле, не показ стильных нарядов. Это поезд. Только не из металла и дыма, а из отблесков света, из ткани, из шелеста юбок и множества взглядов. Вокруг нас не модели, они – пассажиры. Для кого-то из них поезда – часть ежедневной рутины, а для кого-то – возможность хоть иногда отправиться за город на выходные. Одни возвращаются домой, устав от разговоров случайных попутчиков. Другие, напротив, отправляются в долгожданное путешествие, полное романтики и приключений. Мы не знаем, у кого из них билет в прошлое, у кого в будущее, а может, кто просто любит поезда, потому что так устроена жизнь. Каждый из модных образов коллекции Louis Vuitton – это персонаж со своим характером, со своей личной историей. Среди них вы наверняка заметили, к примеру, учителя йоги, девушку частного детектива, любительницу рыбалки и кемпинга, тусовщицу и даже женщину с одеялом. Ее будто разбудили посреди ночи и отправили в путь. А еще была дама в бархатном платье и шляпке, в печальном взгляде которой твердое решение – не оглядываться. Следуя общей идее коллекции, в гардероб путешественницы дизайнер включил удобные брюки на резинке и функциональные шорты со множеством карманов, вещи из прозрачного силикона, которые не боятся дождя. Есть тренчи, комбинезоны, кожаные двойки с юбкой, спортивные парки, уютный трикотаж. А еще цветочные платья, скульптурного кроя жакеты, плечистые свитеры в комплекте с многослойными юбками. И все это в миксе с остроносыми туфлями и чудаковатыми ботильонами, с кедами на дутой подошве и вязаными сапогами. Многие наряды дополняют сумки, среди которых не могу не отметить варианты из закрученного в несколько раз палантина, модели в виде футляра для скрипки, в форме шляпной коробки и фонарь, который действительно работает. Понравился сундучок в мягкой версии, удобные поясные сумки, кожаные баулы и сумки-чемоданы. Некоторые образы казались странными, почти нелепыми. Словно девушка схватила первое, что попалось под руку, но потом, понимаешь, она спешила на вокзал. Она боялась опоздать, и все это часть ее жизни, ее стиля, маршрута из прошлого в будущее. Мечтательница, актриса, беглянка, строгая директриса или юная студентка – все они встретились здесь, на железнодорожной платформе Louis Vuitton. В финале показа модели вышли на специально сооруженные для шоу балконы. Очень напомнила легендарную фотографию девушки в окнах. Каждая в своей позе, в своем характерном наряде. Каждая как мысль, которую ты забыл, но вдруг вспомнил.
Но вот поезд ушел, вокзал опустел, а почему-то не хочется уходить. Ведь Николя Жескьер прав. Мы все пассажиры. Мы постоянно в пути. Хотя у нас разные взгляды, разные судьбы, разная по стилю одежда. Коллекция Louis Vuitton осень-зима – это совсем не про вещи. Она про людей и про чувства. Радость возвращения домой, горечь прощаний, волнение встреч или только начало дальней дороги. Это коллекция про эмоции. В нее можно влюбиться, а можно и не понять. Но остаться равнодушными точно не получится. Насколько ваши впечатления, друзья, совпадают с моими, я надеюсь услышать в комментариях к видео. Приятного просмотра, душевного тепла, всем красоты и солнечного настроения!